Hyundai Kona, 23-24 модельный год. Свежий автомобиль, новый дизайн. С прошлой Коной, кто будет сравнивать, полностью дизайн изменили. Светодиодная полоса через всю переднюю часть автомобиля. Фары вынесены сбоку полностью вот в эту часть. Вот эти вот заглушки, это не съемные заглушки. Это управляемые автоматические жалюзи, открывают, подача воздуха идет на радиаторы охлаждения и закрываются, когда нужно, в зависимости от температуры, от прогрева двигателя. Камера установлена. Задняя часть автомобиля также соответствует передней части. Светодиодная полоса в темноте красиво это светится. Уже для нас это не удивительно, потому что китайцы уже давно делают такие полосы, хотя корейцы тоже на некоторых автомобилях делали. Ну вот сейчас в Коне появился и вперед, и зад. Смотрите, фонари также смелое решение, куда они вынесены. Накладки из некрашенного пластика. Диски смотрятся также неплохо, красиво в сочетании с этим автомобилем. 215/55 на 18. По кроссоверному сделаны накладки по периметру, пороги прикрыты некрашенным пластиком. Двери полностью, пороги не закрывают, какая-то часть остается открытой все равно. Но автомобиль невысокий, поэтому штанина у тебя будет чистая. Большое отличие от Коны прошлого поколения, что этот автомобиль стал намного больше. То есть ты его можешь уже рассматривать как мужчина к покупке. Кона уже выглядит не как чисто женский автомобиль, а уже как небольшой кроссовер для мужчины. Можно также его рассматривать. Вот этот момент показать, когда я стою возле автомобиля, чтобы вы сравнили размер, насколько Кона стала больше. Сяду в автомобиль на пассажирское место. Также сидеть удобно. Если что, можно отодвинуться. Уже регулировки упора поясничного здесь нету. Но вполне такие адекватные регулировки, даже механические. Вот все четко, все понятно. Нету здесь вообще никаких вопросов. Просто я сравниваю со своим автомобилем, где уже все электрически. Никаких проблем не вызывает механика на сиденьях. Сидеть в автомобиле удобно, да. Крыши места еще много, зазор есть. На водительское место попадать также без проблем. Проем нормальный, головой не бьешься. Также отрегулировать можно. Вот мне здесь что, чуть-чуть опустить немного. Люблю я так на вытянутую руку сидеть, водить автомобиль. Поясничный упор также имеет регулировку. И в нашем случае это электрорегулировка. Само сиденье механически регулируется, а вот поясничный упор регулируется. Вот видно, как эта подушка выдувается. Электропривод стоит на поясничный упор. Ну, прикольно. Вполне таки комфортно. Для мужчины моего телосложения, то проблем нету никаких. Ну и визуально видно, что автомобиль стал больше и вместительней, конечно. Ну и раз уже там сидел, то давайте тогда и тут сяду. Здесь вот посадка высокая какая-то, сиденья, не знаю, из расчета, вот мне хотелось бы, чтобы они немного здесь были утоплены и какая-то формовка, поддержка была здесь. Но этого нету, ты садишься просто как на какой-то такой жестковатый диван, не сильно мягкий. Ну, со временем может это все и размягчиться, но, по крайней мере, сидеть удобно. Если впереди я сиденье не регулировал, показывал вам, как сидел вальяжно в полулежачем состоянии, то здесь ты сижу я вот так. Тоже не напряженно. И в этой комплектации есть подогревы задних сидений. И вот здесь есть механическая кнопка, также трехдиапазонное переключение. Ну и стеклоподъемники, про это я уже вам не рассказываю. Салон также имеет изменения, и даже можно сказать кардинальные изменения. Новый руль с новым логотипом, 4 точки. 4 точки означают в азбуке Морзе букву H, первую букву марки этого автомобиля. 2 12 и 3 дюймовых дисплея. Под углом они установлены, сливаются в один целый. По-современному все сделано. Очень много кнопок механических,
Включение-выключение основных функций. В нашей комплектации это комбинированный салон. Ткань, неплохая ткань, чехлы из ткани. И по краям кожзам. Обычный кожзам, который идет у многих автомобилей сейчас. Вот напишите в комментариях, почему здесь не 4 точки, а 5. Думал, должно соответствовать эмблеме на руле. Но у нас получается, что на чехлах 5 точек. Напишите, что означают теперь вот эти 5 точек. Здесь вставка из кожзама мягкого также. Здесь пластик. И смотрите, уже нету в этом поколении автомобиля рояльного лака. То есть тенденция рояльного лака уходит. Здесь матовый черный пластик, на котором минимально остаются следы. Вот здесь прикольно сделали они такой органайзер. Также он из обычного пластика, но на вид что-то связано с кожей. Кажется, вот и здесь как резина, думал, какая-то вставка, но нет. Здесь также пластик, но он такой, как soft touch ближе. Вот подход у них такой, что использовать материалы бюджетные, но нормального качества. Что уже классно, что идут зарядки быстрые. Type-C. Прикуриватель также остался. Кому нужно, беспроводная зарядка. В полной комплектации, скорее всего, здесь будут кнопки вентиляции сидений, кнопки обогрева сидений, 3 положений обогрева и кнопка Drive Mode. В нашем случае гибридная версия автомобиля с 1,6 литровым мотором и гибридной установкой. И уже получаем на капоте установленные гидроупоры, что не было в прошлых поколениях и не было в Тусане 23 года. Уже здесь стоят гидроупоры. Шумка на капоте и гибридная установка. Автомобиль не заряжаемый гибрид, который в основном будет приносить тебе экономию в городе. При движении по городу в городском режиме там от 4 до 5 литров заявлено будет потреблять. По трассе уже все зависит, как ты будешь ехать. Будет в основном использоваться бензиновый двигатель. Бесключевой доступ с помощью кнопки открытия и закрытия автомобиля остался. Сигнал подает автомобиль, что ключи в салоне не закроются. Смарт-ключ. И у вас в комплекте будет еще идти вот такой вот механический ключ. В чехольчике он в таком вот. Я думаю, можно было бы его спрятать, сделать как-то, чтобы он прятался в основном смарт-ключе, а не было дополнительная на связке вещь еще, чтобы у тебя висела. Здесь также все просто, в черном цвете выполнено. Отсутствие рояльного лака уже радует. В полной комплектации сиденья будут с электрорегулировками, в нашем случае механические регулировки. Кнопка открытия лючка заправочного. Функциональные механические кнопки также здесь есть. Включение, выключение стабилизации. 12-вольтовая батарейка Reset. Регулировка фар колесика. Прикольное такое колесико с фиксацией. Кнопка открытия, закрытия багажника. Какая-то еще, скорее всего, должна быть здесь кнопка, наверное, в полной комплектации что-то. И электроручник находится вот в этом месте. Руль также регулируется. Давайте посмотрим. Регулировки в большом, кстати, диапазоне. Вот, прикольно он опускается. Прикольно низко, его не видно даже, чуть выше уровня торпеда. И на себя, от себя, также большие диапазоны. Если вот сравнивать с китайскими автомобилями, может они уже делают большие диапазоны, но вот именно в корейце для дамы, например, небольшого роста, то руль или поднять, или опустить, или на себя, от себя хорошие, очень хорошие диапазоны. И в этом месте установлен динамик аудиосистемы. Тоже такое необычное решение. Прикольно сделаны подстаканники. В сложном виде освобождают место. Большое место здесь. Органайзер. Если нужны тебе подстаканники, ты их просто вот таким образом активируешь. Или складываешь за ненадобностью. Такая вот фиксация происходит. Подлокотник небольшой, и автомобиль, соответственно, небольшой. Интересное решение, что ты можешь попасть в подлокотник, не открывая его. В основном крышка прикрывает вот эту вот ванночку.
Ванночку можно убрать, органайзер пластиковый. И у тебя получается, ну, вот такой вот доступ к подлокотнику. Почему здесь не закрыто, я этого не знаю. Скорее всего, здесь извлекается перегородка, и ты можешь что-то сюда положить на всю длину. Вот так вот. Скорее всего, для этого это и рассчитано. Подлокотник чисто используется, крышка, как удобство для локтя. В общем-то, выполняет свою функцию. Ну и также как органайзер. Перегородка фиксируется, ванночка устанавливается. Здесь какая-то закрытая вот крышка. Напишите в комментариях, кто открывал и что там находится. Убрали селектор переключения передач отсюда, вынесли его под руль. Вот такой вот селектор. Такими движениями переключаем передачи. Тройной ход нейтраль, драйв, посередине нейтраль и задняя передача. Паркинг вот здесь, кнопка нажимаем. Подсветка на селекторе также очень полезна. В каком режиме находится селектор включения передачи или же паркинг. Управление климатом, кнопки качельки, такие вот двухсторонние. Ну и крутилки на звук и выбор. Также оставили они механическими, но это хорошо. Все-таки хорошо. Есть возможность руля управления, конечно, громкостью. Также колесико такое под металл сделано, но пластик. Кнопка. Ну, все качественно. Все качественно, все нормально. И уже везде лампы светодиодные. Если в Тусане, вот в прошлом видео, Тусан 23 года, все то же самое примерно. Зеркало, фонарь тот же самый, но лампа накаливания стояла. Здесь уже светодиодные идут и сами выключаются. Вот выключатель. Притом, если ты забыл выключить. Также и в пассажирском варианте все здесь также. И здесь также уже светодиодные лампы установлены, которые ярко светят. И для пассажиров также уже идут зарядки Type-C, быстрые зарядки, 2 Type-C-шки, кармашек. Все это опять же из жесткого пластика сделано, но пластик, который качественно изготовлен. Он бюджетный, но качественный. Ни облоев нету, ничего. То есть тактильно не вызывает отвращений. Здесь сетки, кому нравится, кому нет. И пластиковые накладки на сиденьях полностью. Сзади все жестко, ну в общем-то впереди верхняя часть дверей жесткая. Здесь пластик также идет. Ручки с микролифтами. В нашей комплектации нет панорамы. Вот в полной, я не знаю, есть или люк, или панорама, но что-то скорее всего есть. И салонная лампа задних пассажиров также уже имеет светодиодную лампочку. Прикольные такие подголовники, жирно сделаны. Задние сиденья складываются. Рычаг в привычном месте. Фиксация ремня есть. То есть вот эти мелочи, ну все предусмотрено у них также. Ремень тебе не нужно дергать, он фиксируется. Также и тут. Нету регулировки по углу наклона. Просто вот в одном положении. Привычные замки с фиксацией на дужке. Не знаю, будут ли они греметь или не будут. Скорее всего, здесь все продумано. Потому что у китайцев бывает, здесь появляется звук на неровностях. Сетка. Здесь какой-то также замок есть. Вот еще какой момент. Нажав тот рычаг, мы отстегиваем среднюю часть сидений. Если вы везете какой-то длинный груз, то при разложенных спинках у нас эта часть с подлокотником остается в таком вот положении. Кстати, неплохой подлокотник, если вдвоем едете, 2 задних пассажира, может служить вместо столика. Ну и доступ, получается, увеличивается в багажник, увеличивается длина багажника. Электропривод с кнопки. Сенсор, возможно, в полной комплектации и будет. Электропривод крышки багажника есть. Привычная полочка. Тоже кому нравится, кому нет. Отстегивается, убирается. Багажник
Не следует ожидать от него каких-то больших объемов. Но, что понравилось, загрузочная высота низкая получается. Не голый металл, а лежит из тонкого карпета вставка. По запаске ничего не могу сказать, скорее всего нету, и идет ремкомплект. Но я так понял, что в случае чего запаску можно сюда будет докупить. Полочка мощная, и написано на ней максимальная нагрузка 60 килограмм. То есть сюда сверху на эту полочку можно 60 килограмм вложить. Ну и также она имеет такие свойства трансформера с двух сторон. Багажник очень глубокий, и внизу, кстати, много места. Полочка опускается, багажник увеличивается. Ну и появляется вот этот борт, о котором я говорил, что его нету. Можно опустить полочку, и багажник по глубине увеличится. Карманы также тут есть, крючки для крепления. И да, пуш нажмите. А здесь просто литье в этой накладке. Скорее всего, возможно, складывание сидений идут в более дорогой комплектации. В нашем случае осталось только литье от кнопок складывания сидений. Ну и вот то, что мы имеем при складывании средней части задних сидений, спинок. Получаем возможность грузить что-то длинное. Сзади есть тоннель. У многих автомобилей уже, даже у полноприводных, сглаживают этот момент. Но здесь есть. Ну, не критичный, не высокий, перелезть, приподняв ногу, можно удобно. Но это говорит о том, что есть Кона и полноприводная. В Украине, возможно, этот вариант Коны полноприводной и будет. Пока принимают заказы, рассматривают спрос. Поэтому полноприводный вариант Коны также интересен. Небольшой кроссовер. Ну, за вменяемые деньги, наверное, напишите. Цены я вам прайс оставляю. Напишите за эту стоимость, что можно взять из нового. Запускаю автомобиль. Все адаптировано под нашу страну. Мова, все. И сейчас автомобиль не запустил двигатель. Blue Link. Можно активировать службу. По умолчанию Apple CarPlay и Android Auto установлены в этом автомобиле. Беспроводной. То есть ты можешь уже подключать это все беспроводом, пользоваться навигацией с твоего iPhone или Android. Запустился двигатель внутреннего сгорания. Идет индикация по батарейке. Прикольная индикация температуры двигателя. И при включении поворотов, смотрите, включается камера в таком вот окошечке. Левая камера, правая камера. То есть меняется индикация. Ну, прикольно сделано. Если включить заднюю передачу и задняя, включается вот такая вот камера. Просмотр. Ну, уже сверху, неудивительно. 3D такой вот режим. Видим все вокруг, что происходит. Режимы. Крутилка. И переключаемая индикация показывает нам спорт режим, снег, экономичный режим. Спорт, снег и экономичный. Переключил в драйв. Двигатель заглох, аккумулятор подзарядился. И еду. Да, ну на электрике едем. Что идеально по городу будет. Движение чисто на аккумуляторе. Все работает в автомате. То есть твое вмешательство никакое не нужно. Просто ты едешь и контролируешь ситуацию на дороге и следишь за информацией, которую тебе автомобиль выдает на мониторах. Газ нажимаю, едем. Запускается двигатель. По мере продавливания сильнее педали газа, двигатель внутреннего сгорания, понятно, будет запускаться и уже расходоваться будет бензин из бака. В щадящем режиме движения при нормально заряженном аккумуляторе будешь чисто двигаться на электрике. Рейлинги также есть, алюминиевые, полноценные, не декорация.
с креплениями. Кому это важно, багажник, бокс крепить на машину также возможно. Если начинать присматриваться, то есть моменты, которые, ну, кто-то обратит на это внимание, кто-то не обратит. По крайней мере, я это увидел бегло и вам показываю. Хотелось бы мне, и пожелание мое, чтобы вот эта часть дверей была бы чем-то прикрыта. Сварочные швы, вот такие вот. Ну и просится сюда какая-то пластиковая накладка. Или хотя бы это было покрашено в черный цвет, под цвет накладок, потому что вот это пусть часть остается, но вот это должно быть чем-то прикрыто. Оно прям просит, закройте меня. Ну такие есть вот моменты с сиденьями, видите, какой-то зазорчик. Вот эта часть перетянута, сиденье, и накладка ровно не прилегает. Ну, есть такие моменты, поэтому то, что вижу вам, то и показываю.